Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Золотарев в прямом эфире, украинский политтехнолог. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Добрый вечер, зрители. Ну, знаете, конечно, хочется все равно с чего-то хорошего начать, потому что обсуждать-то будем все только плохое, и, собственно, все перспективы достаточно нехорошие в плане там войны. Фортели, которые выкидывает Трамп и Биби вместе с Ираном по поводу Ливана, это все тоже будем обсуждать. Ну вот с чего хорошего можно начать? Насри. Президент Гондураса впервые приехал в Украину и возложил цветы к защитникам. Вот хорошая же новость. Прекрасно. Безусловно, мировой лидер, одним словом. Ну, хотя бы то, что идет чемпионат мира по футболу и впервые за 60 лет чемпионатов. Во всяком случае, можно сказать, что чемпионат, первый тур оказался не скучным, более 3 мячей за матч. Это больше, средний показатель больше, чем на предыдущих, больше, чем в Катаре, в России или в ЮАР. Ну, по крайней мере, есть что посмотреть и с удовольствием. И оказывается, у того же Дик Адвокат, старейший тренер, ну, сумел привести вполне такую приличную команду, несмотря на то, что она проиграла немцам, но, тем не менее, сыграли неплохо. Хоть это Ну, душу радует. нет, ну, безусловно. Ну и, 1,5 часа останется. знаете, ну, как бы, а какие все-таки человеческие показатели, да? Возинья, 40 лет вратарю КБ-Верде, стоял с испанцами на ноль. Причем там еще говорят, у него один глаз что-то плохо видит. Короче, ну, то есть, представляете, какая история? Ну, то это прям нечто. Ну, на этом все хорошие новости заканчиваются сегодня, дорогие друзья, потому что, кажется, мы движемся к полному хаосу. Вопросы свои к прямому эфиру оставляйте, пожалуйста, в сообществе YouTube в клубе зрителей «Шелест». Голосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Также он звучит следующим образом. Сегодня Лавров заявил, что подходы США к урегулированию в Украине меняются. Вопрос, в какую сторону? Варианты ответов. Усилится поддержка России, усилится поддержка Украины и ЕС, будет поддержка и Украины, и России. Ну, то есть вот так. Или не будет поддерживать вообще никого. Простой вопрос на самом деле, но очень сложные обстоятельства. Макрон вовсю рассказывает, что Трамп переметнулся уже, что вот смотрите, классно как Г7, заседание НАТО. Федоров показывает, как пожары в Москве Писториусу и всем этим министрам. Хвастовства полные штаны, но что мы имеем по факту и о чем говорит Лавров? Вот же где загадка. Ну, судя по тому, что его, кажется, заявление, статья, точнее, должна была опубликоваться в Политикону, которая так и не решилась поставить, ну, в полном объеме на сайте российского МИДа. Собственно, возвращение к такой более жесткой риторике с упоминанием связанных условий, касающихся, по сути, и смены политического режима, и прекращения преследований УПЦ, прекращение преследований русскоязычных и так далее. То есть, пока это говорит о том, что миром и не пахнет в этой ситуации. И явно вот за Капотней последует ответ, ну, движемся к звездецу вполне, то есть. И чем дальше, тем жестче. И в ближайшие несколько месяцев, как я говорю, судя по всему, будем вот так и качаться. Ну, украинская, я имею в виду, медийная аудитория будет от эйфории к депрессии. То есть эйфория там очередной пожар на НПЗ, там, вот как мы. А потом, когда прилетают сюда, ну, будет, сутки будут переживать депрессию. Вот так. Доводя себя до состояния такого близкого к острому психозу. Сегодня Зеленский выдал, вот это надо внести в анналы золотых слов политиков, говорит, Путин слабеет, поэтому, дорогие украинцы, прячьтесь,
в укрытие, пожалуйста, спускайтесь в укрытие. Я не, вот, понимаете, я прям ждал нашего с вами сегодняшнего разговора. С политтехнологической точки зрения, что делает Зеленский? Он понимает, что он как бы уже переступает, или там у него понимают, кто ему пишет, что это переступает не то, что логические какие-то нормы, а и вообще понимание здравого смысла. Я думаю, сейчас, наверное, понимают, но как это очень часто бывает, давай, надо, как говорится, роди текст, и, собственно, в спешке, да, происходят такие вещи. А поскольку Владимир Александрович прекрасный чтец-декламатор, то не критически воспроизвел этот опус. Думаю, все-таки иногда ляпы бывают и у такого вполне себе продвинутого спичрайтера, как Дмитрий Литвин, который давно уже подвязался на этом поприще и сейчас больше, чем просто спичрайтер. Но ляп получился совершенно очевидный, поскольку, да, острое логическое противоречие, коль скоро Путин слабеет, то надо прятаться, поскольку слабый Путин догонит. Вот. Ну, там, правда, сегодня, как говорится, новое это, то, что по какому-то из торгово-развлекательных центров прилетит, но учитывая то, что в Киеве их много, ну, а из таких крупных, допустим, та же Лавина, вот, ну, я бы просто в ближайшие дни и недели советовал 10 раз подумать, прежде чем появляться в тех местах, где есть склады, логистика, ну, то есть, а у торгово-развлекательных центров там склады не маленькие, и там всякое может, понятно, храниться и туда, соответственно, может прилететь, так что вот эта угроза не на пустом месте. И, судя по всему, видимо, что-то летало, то есть разведывательные российские беспилотники, значит, как правило, спустя несколько дней туда что-то может прилететь. Поэтому прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Будет же скач. Но по большому-то счету здесь мы видим очень специфическую игру Зеленского и европейцев. Они лупят по Москве и говорят, что... Ну, давайте так. Говорят, что, мол, давай, Путин, я тебе по Москве вжарил в ответ за лавру, а ты сдавайся. Ну, или не сдавайся, а в смысле давай мир подписывать. Как вам кажется, Экономист сегодня большой материал написал о том, что Трамп вроде как, да, тоже его уговаривают, чтобы вот закончить по линии разграничения. Но к тому моменту, когда эта линия разграничения будет, а что будет? Потому что бои на Донбассе, скажем так, активизировались не по-детски. И где она будет? Вопрос в том, что ведь, опять же, если забыть про там, успехи там, middle страйков, там, ударом тысячи беспилотников, а посмотреть на линию фронта, то там оптимизма никакого нет. Даже если не смотреть Black Deep State, а посмотреть финнов Blackbird, там тоже картинка не радует, динамика не радует. И новости из Днепропетровской области. Синельниковский район, 3 территориальные громады, 24 населенных пункта, принудительная эвакуация. Что это? Перелом в войне? Что это? Перемога? Ну, деоккупация? Ну, как-то это все это не вяжется. Понятно, классический пример такой постправды, когда в духе постмодерна реальность не важна, как что там на Земле, реальность конструируется информационно, вот нам и набрасывают вот эту виртуальную реальность, в которой, кстати, похоже, европейцы искренне поверили. Вот, и пытались убедить в этом Трампа. Но и пока я бы не спешил рассуждать о том, что лондонский сквозняк развеял совсем дух Анколеджа. И, возможно, как раз вот это упреки со стороны Лаврова, это напоминание о том, что, кажется, было год назад. Вот. Посмотрим, что принесет визит Виткофа и Кушнера в Москву. Судя Ну, по так всему, он состоится. когда он? Ну, я думаю, неделя-две долго не заставит себя ждать. Вот тогда можно будет ставить точки, поскольку ну, точки над «и». Поскольку у Трампа каждый день пятница, иногда меняет позицию на диаметрально противоположную менее чем за сутки.
может быть, тут ментальные и когнитивные проблемы начались, тем более 80 лет, старость не радость. Вот. И на фоне того, какой он получил вал критики за договоренности с Ираном, который, как говорится, еще под большущим вопросом, вот, ну, у любого крыша поедет. О какой вы Поэтому критике говорите, Андрей Владимирович? Смотрите, на Г7 все в одну дуду, все европейцы выстроились и кланялись, говорили, какой великий Трамп, молодец, миротворец. Он заходил, говорил, я здесь босс. Все говорили, да. Потом рассказал историю, как Мелони, итальянка, да, итальянский премьер, хотела с ним сфотографироваться и умоляла, ну сделай, ну одно фото. Потом Мелони говорит, это вранье, ложь, оболгали женщину. Ну, то есть Таяние отменила визит в Соединенные Штаты, министр иностранных дел, на минуточку. Вот. Но Трамп, тем более написавший книгу «Искусство сделки», прекрасно же понимает, ну, тут манипулятивный прием на поверхности. То есть пытались, да, затащить в повесточку Байдена. Похоже, не получилось. И Карни, который говорил об изменении позиции Трампа, по-моему, выдавал желаемое за действительно. Тем более, что Трамп то пока ничего, ну да, не продлил послабление санкций России по нефти. Вот. Намекнул о том, что санкции могут быть усилены, касающиеся нефтяного сектора, но пока на уровне действий, то есть это не получило еще никакого подтверждения этой версии. Хорошо, но если мы посмотрим на Зеленского, да, и его потуги закончить войну до зимы, абсолютно обоснованная и логичная история. Но что до зимы должно произойти, чтобы так случилось, как он этого хочет? Сейчас мы видим, как скирдуют деньги, и мы так понимаем, что деньги скирдуют и на зиму. То есть с протянутой рукой, там чуть-чуть, тут Урсула подкинет, тут еще, тут британцы раскошелились на миллиард, причем тоже парадоксально, миллиард. В то время, когда предыдущий Хилли, да, министр обороны, говорит, елки-палки, я ухожу, мне нечем родину защищать, то есть казначейство денег не дает. Так, там пока зреет внутри лейбористской партии заговор, как бы Стармера еще не скинули. Вот. И там разные варианты, вплоть до досрочных парламентских выборов, но пока основной рабочий это, возможно, ну, заговорщики, видимо, будут двигать Энди Барнема, мэра Манчестера. Вот, поэтому пока это вот с деньгами это по большей части звон монеты. И да, политически я говорю о том, что, судя по всему, сам этот J7 Зеленский приедет с підсиленою потужністю. Ну, пока это ничего материального. Да, обещание финансовой, военной поддержки, ужесточение санкций, но такой немаловажный пунктик, как ускоренное членство Украины в ЕС, я думаю, это должно было лечь в основу предвыборной стратегии Зеленского. То есть, да, мы там потеряли территории, да, потеряли людей, развалили, но Украина сделала цивилизационный выбор, она будет членом Европейского Союза. Вот уже там годик-два рукой дотянуться. Но получили комбинации из трех пальцев. Это выбросили из итоговой резолюции. В общем, многие спрашивают, что это вот вроде бы все ровно на саммите J7 для Зеленского он вышел с изменившимся лицом. Я думаю, возможно, как раз потому, что ему довели эту печальную реальность, о том, что никакого ускоренного, ну, как говорил Петер Мадер, Украина должна пройти все стадии переговоров, а это, в ближайшие 10 лет говорить о членстве это не актуально, и, соответственно, нарисовать картинку прекрасного европейского будущего в случае кампании по переизбранию на второй срок. Это, думаю, является одной из целей остаться у власти для Зеленского. Но вот это оказывается под большущим вопросом. Подождите, то есть вы считаете, что он такой был прединсультном, как там многие сейчас разгоняют блогеры, состоянии, потому что ему сказали, что в Европу не возьмут? Ну, как-то и так очевидно было, что достаточно сложно все. Нет, знаете, вот иногда люди себя убеждают. Вот, в том, что им говорят о том, что не хочу слушать, но я убежден, я знаю, вот вы ничего не знаете, тем более, что Зеленский не из тех, кто
привечает тех, кто ему приносит плохие вести. Это люди, работающие в офисе президента, знают, что Зеленскому нельзя говорить «нет». И говорить то, что вступает в диссонанс с его картинкой мира. Ну, похоже, что-то неприятное услышал. Вот. Может быть, там за кулисами осталось что-то, касающееся финансов. Ну и по всему остальному, ведь там пообещать оружие на миллиард, но все же упирается в материальные возможности производства этого оружия. Давайте вспомним, сколько Lockheed Martin производит ракет-перехватчиков ПАК-3. 600 штук в год. Ну, еще 300 Германии могут сделать. Вот. Арсеналы Соединенных Штатов, Израиля, арабских стран, залива, которым, судя по всему, первый. Поэтому вот, все под большущим вопросом тоже, что касается оружия. Поэтому есть о чем. И по деньгам, по большей части это обещание. А вопрос уже военные уже потихоньку начинают возмущаться, что вот, очень многое то, что сейчас из того, что звучит как такие сладкие обещания повысить и далее, оно повисает в воздухе. Нет материальных Да, возможностей. сегодня, кстати, было сообщение о том, что повышение зарплаты, о котором лично объявил Зеленский в одном из обращений, тут это 450 тысяч гривен штурмовику, всем там вот эти все, ну, вы поняли, расклады. Осень. Ну, то есть опять завтраками кормят. И вот, а осенью подготовка к зиме. Обязательно. Газ надо закупать, газ от этого никто не освободит. Надо ремонтировать то, что осталось из энергетики. Это расходы, и расходы тоже миллиардные. Вот, и поэтому, а деньги, ну, то, что рассчитывали, ведь весной говорили, то есть, если денег не будет до конца июня, вот этих 30 миллиардов, которые должны поступить в бюджет, то дело с финансами дело пахнет жареным. И, как известно, для того, чтобы стороны сели за переговоры, у одной стороны должно закончиться что-то. Либо деньги, либо оружие, либо солдат. Вот. И это пока ситуация ничего хорошего, кроме эскалации, не предвещает. Но для оптимизма добавлю в том, что с другой стороны акции оружейных компаний после нокаута, когда было вот это трехдневное прекращение огня на 9 мая, так и не восстановились. Что это касается и Rheinmetall, и Deal Defense, и Biosystems. Вот как они тогда провалились, там на 30-40%, вот пока не растут. Это хороший признак, поскольку, знаете, даже вот военную технику это не Советский Союз с его бесконечными материальными возможностями. То есть заказ, есть, никто впрок штамповать не будет. А люди, которые распоряжаются деньгами инвесторов, ну, они за эти деньги отвечают. Поэтому, ну, это такой маркер. Плюс Polymarket по-прежнему дает почти стопроцентную гарантию, то, что война закончится до конца 26 года. Мгм. Это тоже интересно, кстати. Да, но вероятность того, что будет полноценное мирное соглашение, всего 37% в 26 году. Но почти практически 100%. Вот это интересно. Вот. Но я боюсь просто, что между вот этим желаемым и текущей реальностью где-то посередине какое-то трагическое событие. Возможно, такое большое жертвоприношение, какая-то трагедия, которая вот разорвет этот контекст и, возможно, приведет к тому, что к переговорам, ну, подойдут с большей степенью ответственности и серьезно. Второй день обсуждается удар по автобусу в Брянской области с детьми, футбольной командой подростковой. Там погибла женщина, сопровождающая из Луганска, раненые и дети, и взрослые, я так понимаю, водители, да, ну, судя по всему, водители. Лукашенко говорит, что это Украина, знаем четко, но будем разбираться. Украинского происхождения дрон.
тоже все очень жестко, но аккуратно. И уже даже так тычут пальцами, говорят, ну вот, Лукашенко тоже из этих, ну, которые терпят постоянно. Правда, сегодня еще одно заявление пошло из Беларуси, и там говорят, что будут предпринимать меры, чтобы защитить своих граждан. Абсолютно кондовая фраза, ни о чем, но почему-то ее второй день подряд говорят. Это означает, что есть какой-то подтекст, который важен. Я лично этот подтекст вывожу из слов Лукашенко, что нарушение договоренностей. То есть вся война зиждилась, вот это все, что происходит, вот эти ужасные жертвы, вот на каких-то договоренностях. Возможно, хотя бы то, что не били по первым лицам, не пытались, и то, что мы слышим в Москве, что там стучат кулаком, выходит Журавлев, депутат Госдумы, там мосты, железнодорожные станции, давайте воевать по-серьезному, по-настоящему. Вот. Другие говорят о тотальной войне. Ну, что это тотальная война, это когда объектами атак становится и гражданское население, то есть когда война приобретает тотальность. Ну, вот, это не, вот почему я, что не, как бы все, контекст он не предвещает ничего хорошего. Вот, и, возможно, действительно были некие договоренности, но, к сожалению, договороспособность не является сильной стороной вот, субъектов этой войны. То есть, возможно, как раз это тот случай, когда что-то о чем-то договорились, что-то было обещано, но эти договоренности так и не были выдержаны. Ну и еще вопрос разобраться, что, как и откуда прилетело. То есть Лукашенко же, белорусская страна же потребовала расследования. Ну, может быть. Но вот этот удар, это как раз то, что меньше всего нужно Украине в этой ситуации. Ну, факт есть факт. Вот. Андрей Владимирович, ну, смотрите, мы видим такая нависающая угроза ну, с участием или втягиванием Беларуси, то есть провокация на втягивание Беларуси. Ну, там и Лукашенко тоже хорош. Он тут упомянул, что еврейское лобби и Ватикан всех, так сказать, не дали, ну, в общем, надули, не дали закончить, пообещали одно, а вышло другое, то есть это они виноваты и стоят за продолжением этой войны, когда всем было все понятно и можно было закончить, так, как говорится, не начиная вот это все, да, как бы то, что длится 4 с лишним года. Но я хочу с вами обсудить сейчас Европу, с вашего позволения. Там очень интересные вещи происходят. Во-первых, ну, что принципиально, абсолютный раздрай. Страны, туда, кстати, затесалась Эстония, ну, там Дания, Норвегия, Франция, Германия, Политико пишет, значит, эти страны, они как бы против переговоров с Москвой. Остальные страны, они за. Кошта пытается налаживать контакт, причем с него над ним посмеивается Захарова из Министерства иностранных дел Российской Федерации, говорит, подождите, а послы вам зачем? Ну, голубиная почта или что еще. Понятно, что это такое, это на их языке дипломатическом, там троллинг, но переполошились все не на шутку. Потому что вот эти страны, они как бы за войну, говорят, мы можем добить, дожать и так далее. А другие страны говорят, не-не-не, ребята, давайте быстренько переговорчика, пока все вот закипает, они понимают, что их ждет, и, в общем, давайте на мир. Но параллельным курсом Болгария, вот во время нашего эфира тоже пришла эта новость, ну, она немножко раньше появилась, но сейчас активно форсится сейчас. Болгария 21-й пакет санкций забраковала, как и обещала. Да. То есть у нас тут, собственно, Мадьяр, слава богу, Орбан ушел, кони выкидывает. А тут теперь, здравствуйте, Болгария тоже хочет, чтобы у нее и ремонтировалось все, что там им нужно, чтобы ремонтировалось, да. Им хочется, чтобы, собственно, и море, и вообще, и как бы давайте деньги, давайте как-то, иначе мы не будем это поддерживать. И не поддерживают. Так а какой же мощный удар по России, раз вот болгары теперь уперлись? Ну, там выставляют условия выбросить из санкционного пакета Кирилла и его приближенных. Вот. Ну, учитывая стойкость Болгарии, я думаю, что какой-то гибридный вариант, какую-то таки договорятся. Но другой момент. Обратите внимание, ранее
указывал на то, что для стран Балтии и стран Северной Европы, ну, по-моему, плюс Польша, совершенно очевидно, кто вот вечный ворог, вечный враг. Россия. И вот они жестко и последовательно топят за жесткую линию в вопросе войны и мира. Вот. Для стран Кошта представитель Португалии все-таки. Португалия, Испания, Греция, даже Италия. Но там совсем все не так однозначно. Там точно куда большая проблему, тревогу вызывает миграция, а не угроза российского вторжения вот, в Европу. И понятно, и, соответственно, и на уровне целей внешней политики у этих у представителей этих стран совершенно иной подход, нежели у той же Дании или Норвегии, Финляндии или Швеции. То есть, поэтому в этом и слабость Европейского Союза, потому что каждый думает о своем. То есть, соответственно, своя рубашка ближе к телу. Это, по-моему, более чем наглядный пример. Болгария же, да, она во многом как раз и в плане Лукойл. Посмотрите, в Болгарии там как будто присутствие Лукойла заметно невооруженным глазом. Атомная энергетика, атомная станция. Плюс Румен Радев, это же бывший военный летчик, если не ошибаюсь. Ну, на вооружении Болгарии по-прежнему МиГ-29. То есть, в отличие от Польши, ВВС не перевооружаются на F-35, которые так еще и не поступили. Поэтому это же все надо ремонтировать, обслуживать. Понятно, что у него совершенно иной взгляд на санкционную политику, на отношения с Россией. Да, мы там проявляем солидарность, но до определенных пределов. И не будем забывать о том, что тенденции урбанизации Европы никуда не делись. Да, Орбан проиграл на выборах, но болгарские выборы показали о том, что это просто отсрочка по времени, а тенденции, когда все-таки к власти будут приходить те, кто будут смотреть, действовать, прежде всего, с точки зрения национальных экономических интересов, это никуда не делось. Поэтому вот наблюдается такой диссонанс. Тем более, что впереди, плюс еще стоит добавить о том, что впереди и политический цикл, когда вот многие из этих персонажей, которые сегодня мы увидели на в этом саммите Вивиан Лебен, их просто, как говорится, уйдет, ну, как говорится, будут унесенными ветром перемен. Тот же Макрон, судя по всему, уходящая, и равно как его вперед Франция. Дальше по Стармеру я уже говорил, там, судя по всему, политическая система трещит. Мерц тоже демонстрирует рекордно низкий уровень поддержки, и там, похоже, на следующих выборах будет триумф альтернативы для Германии. Ну, если смотреть даже вот на последние соцзамеры Германии, христианские демократы 21%, альтернатива для Германии 28%, у социал-демократов 12%. Тут в любой момент этот Бранмар, который договоренность относительно никаких контактов с альтернативой, то, чего достигли системные германские политические партии, в любой момент этот Бранмар рухнет, как говорится, под этим ветром перемен. Поэтому, ну что, у нас, по сути, мы работаем с уходящим поколением политиков, а где ставки, наводим ли мы мосты с теми, кто придет им на смену? Нет. Ну, а это значит, что реальность постучит еще нам по голове. Вы так о соцзамерах в Европе сказали, а вот что касается соцзамеров в Украине, КМИС публикует данные, что большинство жителей за то, чтобы была территориальная целостность, и неважно, что у них в кармане, какой уровень жизни и благосостояния. Точно так же, как и за независимость, там еще больше. Как это? Мы должны быть независимы. Положение Украины сейчас с независимостью, ну, будем откровенны, да, причем здесь
не иметь ничего общего. Судя особенно по тем договорам и по тем, ну, в общем-то, чекам, которые выписывают или обещают выписать. Тут тоже очень интересный момент. Тут вроде как пообещали денег, пообещали все, но Рютте выходит, Знаете, Рютте выходит и говорит, что Зеленского в Анкаре не будет в июле месяце на собрании НАТО, где должны были 70 миллиардов выделять. А если Зеленского без него выделят, без Зеленского, да нет. Ну, то есть мы понимаем, что все это как-то вот не шибко вяжется и бьется. Но народ считает, что это вот как бы независимость, она важнее, чем благосостояние. Почему? ну, знаете, во-первых, социология превратилась в инструмент такой галимой пропаганды, причем который у нас используют без зазрения совести. Во-вторых, достоверность этих социологических данных вызывает очень большой вопрос, когда там по радио гонят очередную волну социологических данных, и когда там сообщают о том, как проводилось это исследование, ну, знаете, у старых социологов волосы бы дыбом стали. Но о какой репрезентативности исследований можем вести речь, если три четверти при опросах лицом к лицу социологов отправляют в пешеходное эротическое путешествие, просто отказываются говорить. А не дай бог, вот это не социолог, а какой-то провокатор или сотрудник спецслужб. 9 из 10 телефонных звонков холодные, на них отказываются отвечать. Поэтому относитесь к социологическим данным как к пропаганде. Понятно, что для большинства украинцев, прежде всего, ну, две трети которых так презрительно сторонники армии Мовы Веры называли желтками, все-таки важнее безопасность и благополучие семьи, детей, чем то, что является достаточно эфемерным. Какие границы? Ну, в здравом уме человек прекрасно понимает то, что ну, как говорится, нельзя затолкать зубную пасту обратно в тюбик. Вот и то, что, как говорится, потеряно, ну, очевидно, то, что в ближайшем будущем Украина не вернется. Поэтому Мы сейчас поговорим об Украине. Смотрите, да. но ну, завершим обязательно, то есть какие перспективы ждут нас в этом всем. Но я вижу сейчас определенное, ну, сходство, что ли, с тем, что происходит вокруг Израиля, Ливана, Ирана и США. Это нечто. Ну вот, смотрите, подписан электронным образом договор. Пезешкиан, да, и Трамп на удаленке показывают подписи, подписали. Все радуются. Трамп говорит, победа. Проходит меньше суток, Израиль бомбит Ливан, срываются переговоры очные в Женеве, на которых был отправлен Венс, и все зависает. Да, и цены на нефть немножечко, но снова пошли вверх. Армуз закрывает Иран. Сегодня Да. Израиль бомбит Ливан. Было также выступление Нетаньяху, Трампа. Ну, Нетаньяху тоже выступал, но имеется в виду Трампа, что это все Иран, провокатор, негодяй. Мы 60 дней продержимся, да, вот, чтобы ничего не нарушать, и не получить ни копейки, там, денег. Все вокруг денег у Трампа. А у Израиля не вокруг денег. Они сегодня сообщили, что с Ливаном подписано некое перемирие. И уже после перемирия, вот сейчас, во время нашего прямого эфира, опять бомбежка Ливана. То есть перемирие подписали, бомбят по новой. Почему Израиль срывает все Трампу, Трамп срывается на Иран, а какая тогда цена вот этим меморандумом, подписанием и Трампу, его усилиям, которые он прикладывал последние недели? Базарный день копейка, цена всему этому. Почему? Потому что, допустим, для того же Нетаньяху пойти, ну, вот, подписаться, что нас, как говорится, поставили перед фактом, ну, это фактически политическое самоубийство, учитывая то, что там осенью выборы, и у Нетаньяху дело обстоят не блестяще, и к нему накопилось очень много вопросов, в том числе там, касающихся и коррупции. Э, Я думаю, он прекрасно понимает, что это с одной стороны, чем ему все это грозит. С другой стороны, объективности ради, ночью беспилотник нанес удар по израильскому танку, командира танкового батальона погиб весь экипаж, 4 человека погибших. Вот после этого Израиль отбомбился по
позициям Хизбаллы в Южном Ливане. И теперь ставят вопрос о том, что зона, там, по-моему, 5 километров, зона безопасности, чтобы обезопасить израильские поселения на севере. Ну, и уходить из Ливана Цахал не собирается. То есть, это воспринимается, ну, по сути, договоренности Трампа в Израиле воспринимается как капитуляция. Поскольку для Израиля Иран это экзистенциальный противник. Поскольку Иран одной из целей своей внешней политики уничтожение сионистского режима в Израиле, ну, тем более если Иран балуется с мирным атомом, есть, как говорится, повод для беспокойства. Поэтому плюс, судя по всему, еще попытаются, естественно, поставить палки в колеса и представители произраильского лобби в Соединенных Штатах. Поэтому вот то, о чем договорился Трамп, а для него это лучший из худших вариантов, поскольку ни о какой наземной операции. То есть единственный вариант, теоретически так вот, если разбираться в сценариях, то это, ну, опять же, продолжение блокады, продолжение санкционного режима, но с военным присутствием, то есть без активных военных действий. Но это уж Европа, арабские партнеры. Поэтому Трамп единственный вариант, как говорят у бизнесменов, фиксировать убытки и выходить. Поскольку, знаете, вот дальше это то, что называется ошибкой казусом Конкорда, когда проект, который потребовал массу ресурсов, сил, в какой-то момент обнаружится, что он провальный, убыточный, как было с вот этим сверхзвуковым авиалайнером Конкорд. Ну, бросить на полпути, ну, как же жалко потраченных усилий, поэтому вкидываются как в топку новые ресурсы, которые не меняют абсолютно результаты. Вот так и с Ираном. То есть, Трампа увидели, потому что это тупик, из которого надо выходить. Поскольку все издержки, да, политически для Трампа это тоже смерть. Его уже рвут в клочья. Посмотрите, что там Чак Шумер и даже Тед Круз, даже те люди, которые ну, для многих республиканцев понятно, что продать команде Трампа это как победу точно не получится. Так а почему не... Подождите, почему нельзя... Ну вот это же четкая история. Ну вот четко. Дух Анкориджа. Россия ждет, что Европа к ноге хозяина на Зеленского надавят, он уйдет из Донбасса, например, да, и все как бы, и все закончится. Причем Россия сделала эти уступки, хотя там по Конституции не только Донбасс, но тем не менее. И по идее Трамп должен что сделать? Сказать: Европа, США, Зеленский, все, подписываем, давай. Тем более там же вот эти все истории, там, а будем говорить с Зеленским, не будем говорить с Зеленским, они же продолжаются. То есть пускай приезжают в Москву, почему бы и нет. Ну, смотрите, если бы Зеленский передал сигнал о том, что он готов вывести войска с Донбасса, я думаю, что встреча состоялась бы на нейтральной территории. То есть это была бы такая, ну, понятно, победа для Кремля, да, победа Трампа как миротворца. Можно было что-то выкрутить и в победе, ну, для Зеленского. Он же, видите, как замечательно заканчивает войну так, что ее никто не хочет. Противник заканчивать точно. То есть, ну, Трамп не может повлиять на Зеленского и Европу. Биби вроде как закадыга, вроде как кореш. Вот. В Израиле же тоже, как бы, я говорю, так переписываюсь с бывшими нашими согражданами, проживающими на земле обетованной. И тоже предыстория весьма интересная. Вот когда мы оккупировали Синайский полуостров, это же, ну, была египетская территория, после шестидневной войны, ну, фактически контролировали Суэцкий канал. И это же важнейшая мировая артерия торговли. Вот как раз удержали Синай в ходе войны Судного дня, и потом Соединенные Штаты довольно жестко давили, ну, Кемп-Дэвидские соглашения. Ведь Венс, который еще был маленьким мальчиком, жил в трейлере у себя там
где там это, обитал, эти Хилли-Билли, вот, который критиковал сегодня Израиль. Но это, ну, на тот момент Соединенные Штаты при Картере включили максимальное давление и обещали, как говорится, все кары небесные в случае, если Израиль не отступит, но взамен, по сути, купили отступление Израиля с Синайского полуострова, который вернули Египту, и вот Кэмп-Дэвидскую сделку. И именно после этого вот та военная помощь многомиллиардная, которую Израиль получал от Соединенных Штатов Америки, ну, пошла действительно, пошла уже не таким, не тоненьким ручейком, а, как говорится, потекла стабильно. И когда это все намекает на то, что это все может измениться, то, что вплоть до там, эмбарго на продажи оружия, израильтяне, естественно, обижаются. То есть они прекрасно понимают, ну, что тогда они силой оружия добились вот этих позиций, и это было одним из условий поддержки Израиля. И поэтому разворот Соединенных Штатов, ну, он чреват тем, что Израиль оказывается в геополитическом одиночестве. Ну, понятно, что уже говорить о том, как о главном союзнике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, уже речи быть не может. Плюс еще и обидки арабских монархий. То есть вы там защищали Израиль, нам досталось на орехи от Ирана, но это рушится вся выстраиваемая десятилетиями геополитическая архитектура на Ближнем Востоке. Вот сухой остаток того, что, как говорится, трамповской геополитики. Поэтому, я думаю, сейчас Трамп точно будет думать не об Украине, чтобы он там не говорил, что вот с Ираном все. Он будет спасать сделку с Ираном. Да, извините, что так, скажем так, скачем немножко по темам, друзья, но вот только что приходят кадры из заседания, я так понимаю, СНБО, Зеленского, и он комментирует, отвечая на вопрос, комментирует ситуацию с Беларусью. Давайте послушаем, понятно там, что как бы я там перескажу частично, и, ну, чтобы было понятно, да, о чем говорит Зеленский. Олександр Григорійович Лукашенко, керівник Білорусі, країна, яка є нашим сусідом. Безпека на кордоні для нас дуже важлива. І він прекрасно розуміє, що ми ж дорослі вже хлопці, правильно? Ніхто не ображається просто на слова. Значит, смотрите, сосед, страна-сосед, никто не обижается просто на слова. Исходит опасность. Мы же все взрослые хлопцы. Мы же взрослые хлопцы. Это очень интересное начало ответа. Я хочу, чтобы вы его... Да, уже не самопровозглашенный президент и так далее. Ну, то есть, да. Союз. Ну, у нас уже и Россия пишется с большой буквы, и Путин тоже с большой буквы, у Зеленского имеется в виду. Ну, хорошо. То есть, имеется в виду что? Как бы безопасность, да, вопрос безопасности. Хорошо. Что дальше говорит Зеленский? Особисті. Якщо образа моєї країни, будемо ображатись і не забудемо. А якщо це особисті якісь речі, дай слава Богу, вибачився і слава Богу, скажімо так. Извинился и слава Богу. Или если обижают страну, это одно, а вот если лично, извинился и слава Богу. Ну все, хорошо. И тут бы закончить. Ну, то есть, да, ну, как бы прокомментировал, там же как бы Лукашенко говорит, я зря так, он все-таки воюет, как поют, так отпевают. Ну и вроде все, и поговорили заочно, бог с ним. Но он продолжает, и это важно. Інші речі, коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна, втягнута Росія. Вони з перших днів цієї війни це роблять, це факт. Коли почалась повномасштабна війна, нас атакували ракети, вбили дітей, дорослих, і ви це знаєте, велику кількість. Ракети летіли з Білорусі, з його країни. І тоді він також дзвонив, вибачався і казав, що я це не контролював, Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив. Зараз Росія... Ну, то есть опять идет камень в огород, что летела с Беларуси, да, то есть я в это... Он озвонил, извинялся, я в это не верю, что он ничего не контролировал, ну ладно, типа, уже хорошо, то есть, ну понятно, да, то есть камень есть, вот этот огород, он брошен. Но дальше же перспектива.
Чего хочет Зеленский? Буду його продовжувати штовхати в цю війну. Зараз він розуміє, що Україна буде відповідати. Не треба зайві слова. У нього сьогодні, відповідно на його вишках, є ретранслятори. Російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж 2 областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там транслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми. Так само, як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у русських не було можливості продавати нафту і давати, відповідно, дизель і нафту своїй армії. Тому що все це витрачається проти нас. Він сьогодні головний постачальник, чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює. Значит, понятно. Значит, Зеленский дал Лукашенко неделю, чтобы снять ретрансляторы. Зеленский говорит о том, что мы бьем по НПЗ, бьем по нефтесектору. И, ты же контролируешь, ты же можешь снять эти ретрансляторы, которые убивают мирное население в Украине, но не снимаешь. Ты же можешь не поставлять топливо российской армии, но ты же поставляешь, и мы должны будем предпринимать какие-то действия. Ну, понятно, а какие действия? Дроны запускать, бить по НПЗ белорусским и, соответственно, бить по ретрансляторам. То есть все очевидно. Но вот этот вот дедлайн неделя, вот это уже начинается конкретика. Да. И это действительно 1000-километровая граница, которая, по большому счету, нет ни резервов, ни лишних сил, чтобы ее прикрыть. А учитывая то, что при неблагоприятном развитии событий туда могут, как это было в 2022 году, зайти россияне и двинуться, учитывая то, что трасса Киев-Ковель оказывается под угрозой. Знаете, никопольчане жалуются, потому что из Никополя теперь, понятно, что никто не рассказывает про то, как бьют, российские операторы БПЛА бьют по гражданским машинам. И выезд из Никополя, трасса Никополь-Днепр, первый километр от Никополя, буквально только за вчера двое погибших, сожженные машины вдоль трассы. Поэтому поворот событий может быть крайне неприятным для Украины. Но, может быть, кому-то очень надо, чтобы все пошло по такому варианту. Да, у Беларуси уязвимость – это Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Да, Новополоцк. Да, небольшая проблема вынести дронами эти ретрансляторы, но что последует за этим? А что последует за этим? Это, по сути, что останется в рамках АДКБ? Беларусь запросит помощь, конечно. Помощь России. И тут да. Получаем еще и Северный фронт. Еще 1000 километров. Да, это, кстати, очень интересный момент, на который мало кто обращает внимание. Да. Почему? Поскольку колоссальная протяженность, там не было общевойсковыми соединениями, там это не самая разумная затея наступать, но взять под контроль с помощью дронов вот эту трассу, тем более, что те же Герань-5, Герань-6, это по сути такая компактная крылатая ракета, и начать выносить там все, что движется, по трассе Киев-Ковель. Это кислая перспектива для нас. Ну что, как бы слова сказаны, да? То есть все сказано. Неделя, все четко услышали. Я думаю, недели ему хватит. Вот так. Хорошо.
Интересно, что, чем это обернется. Вот прям очень интересно. Если Украина атакует ретрансляторы или что они там считают, НПЗ, это приобретет абсолютно новый, скажем так, виток. И к этому, я так понимаю, готовятся. И готовились достаточно давно, просто последнее время как-то все поутихло. Но Лукашенко не просто так говорил о неких договоренностях, которые, получается, обнуляются. Вот это вот, кстати, интересный поворот этих событий. Андрей Владимирович, давайте, чтобы так вот закруглить вот эту тему и перейти к вопросам зрителей. Так что, переговоров не будет? Все? Пока на точке нет, ну, все, даже столетние войны когда-нибудь заканчиваются, но пока ближайший минимум до конца лета все на точке замерзания. Да, некоторые там говорят, что, дескать, там варианты пока ограничить район боевых действий там 50-70 километров от линии фронта, но чтобы прекратились вот эти ракетно-дроновые удары по российским МПЗ, по украинской инфраструктуре, но пока это таки только благие пожелания. И перспективы того, что это может случиться в июле, как там вот следом за Ираном и Украиной, я пока не вижу. То есть никакие действия на это не указывают. И риторика, наоборот, пока свидетельствует об обратном. Ведь понятно другое, то, что Лавров не от себя тяну женется. Нет, так, кстати, Это, у него очень такая программная статья вышла, да, которая не вышла в Политико, а на сайте да. МИДа. Ну, очевидно, вполне ну, такой определенный ответ европейцам, и ни о каком смягчении позиций пока речи быть не может. И тем более о этих 5 пунктах, которые европейцы предъявили. Все, по-моему, совершенно определенно. Значит, хорошо. Что тогда Америка? Люди, как проголосовали, Лавров заявил, что подходы США к урегулированию меняются. В какую сторону? 7% считают, что усилится поддержка России. 9% будет поддержка и Украины, и России. Ну, вот так. 41% усилится поддержка Украины и Европейского Союза. Ну, то есть вот это не просто так сказано про ракеты, про вот эти все там. Ну, то есть будут поддерживать, продавать где-то что-то. Там же вот зам вышел Хексета, главы Пентагона, и начал рассказывать о том, что должны продавать все подряд, что это мы тут сидим, ничего не продаем, Украина вперед, пускай сражаются нашим оружием. Это его, он там выступал. Четко же. Не поддержка, это же не пакеты Байдена, это only бизнес. Зарабатываем деньги. Значит, и побеждает вариант, ну, с небольшим отрывом, что не будет никого поддерживать. То есть почти у нас разделились голоса. Или Украину и Европу, или никого. Что скажете? Ну, судя по тому, что там витает в Конгрессе, даже уровень поддержки Украины на 400 миллионов, это менее чем на один день войны. Поэтому вот и весь объем американской поддержки. Возможно, по санкциям, но санкции это другое. Это все-таки это передел энергетического рынка. Это, ну, тут речь не о том, как обрубить поступление, а ну, более, скажем, тут вполне такой себе шкурный интерес. Это да, но никакого возвращения к повестке Байдена точно не предвидится. И тем более, даже если у европейцев пока вот и то, как они льстили Трампу, и вся атмосфера, по-моему, стратегия пересидеть Трампа никуда не делась. И в рамках этой же стратегии, похоже, и движется и Владимир Александрович. Да, значит, давайте теперь к вопросам. Друзья, спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень важно для наших прямых эфиров. Подпишитесь на Золотарева на YouTube. Милости просим. Ну все, понеслась там. Всякие агентства пишут о том, что все. Ультиматум Лукашенко Зеленский поставил. Неделя. Хотя я специально показал, видите, эту речь полностью. Как это было сделано. В тексте звучит прям все. Неделя и война с Белоруссией, в тексте. А вот по словам вы же слышали, да, понятно там, ну, вы слышали. Ну так вот, я думаю, недели ему хватит, вот это все. То есть не было такого, ну, вот такого прям четкого.
Грубом вопрос не ставился. И такие элементы петляния, конечно, присутствуют. Так, значит, переходим к вашим вопросам. Начнем с сообщества YouTube, а потом перейдем в чат трансляции. Пишите в чат трансляции вопросы в сообществе YouTube. Синяя борода. Андрей, скажите, начавшаяся и имеющая террористический уклон фаза, на которую Россия пообещала ответить. Вопрос. Как вы полагаете, говорят, обрушение фронта Краматорск-Славянск и выход на оперативный простор под разрушительные удары по важным центрам, орешникам. Вы так видите это? Или как вы видите это? Благодарю, Александр. Всем добра. Я скажу, даже применение тактического ядерного оружия, оно не станет геймчейнджером, поскольку для того, чтобы обеспечить выход на оперативный простор, прорыв, надо концентрировать технику. В условиях, когда там за 15-20 километров от линии фронта выжигается все, что движется, и, ну, о чем мы говорим. То есть, ну, это уже такая реальность войны 4.0. А то, что людей жалко, и то, что это вот для кого-то, как говорится, колеса войны крутятся, а МВ мутится. Ну, а для одних, для инфраструктуры войны, которая у нас, безусловно, присутствует, это праздник жизни. И никогда больше в своей жизни они не будут столько зарабатывать, но для большинства украинцев это горе и разрушение. И равно это... Не исключаю того, что что-то, возможно, попытаются провернуть и по Крымскому мосту, учитывая активность на южном направлении. Вот, правда, там послушал Переслегина, он там говорит, что было некое окно возможностей для операции, ну, чтобы выйти к Азовскому морю, но Уже чем? нет? Нет. Ну, он Уже считает, нет. что уже Мгм. это окно возможностей закрылось, и его и ранее не было, поскольку для того, чтобы выйти к Азову, надо форсировать Днепр. Вот, не раз говорил о том, что форсирование водных преград, ну, получается не лучшим образом, что у украинской, что у российской армии Мне в так этой понравилось, войне. что в российской медийке появился свой Арестович. Говорит, у Украины там на 2-3 раза осталось дронов. Нет, ну, поток. Вот что касается, дроны точно не кончатся, и ну, от практики налетов там 200-300 дронов, и 500 тысяч. То есть это вот это будет определенно. Дроны не кончатся. Боюсь, что с деньгами и с солдатами у нас к осени могут обнаружиться проблемы, тем более на фоне таких ультимативных требований к Лукашенко. Поэтому готовьтесь, ужесточение мобилизации, чтобы там не нес Федоров про там, реформу, там, упразднить ТЦК, мобилизация человеческим лицом, фиг вам. Все будет жестко, появятся молодые люди со светлыми лицами, которые будут Родина в опасности, по-другому быть не может, а кто этому перечит, тот враг А России. кто это начал? Понимаете? Ну, тут уже еще раз. Если это не только, ну, это не просто слова, вот эта вся хуцпа и, ну, вот эта бравада по поводу Беларуси, то тогда, простите, пожалуйста, ну, я помню эти вопросы, и вот мы тоже с вами обсуждали, когда вот это хватают в бус, пхнут, по почкам дали, там, нос сломали, руку поломали, засунули, вот это все. Зачем? Чтобы в Курск идти воевать. Ну, там ладно, типа, Курск, да, ну там операция, и то, это, конечно, фиаско полное, которое просто замылили, получали вот эти несметные по пропорциям, оно, конечно, продолжается, но все равно передали в прошлый раз в половину меньше убитыми украинских военных, россияне, да, было 1000, сейчас стало 500, ну, все равно, да, то есть пополучали эти тела, кого кое-как закопали на каком-то этом кладбище новом Зеленского, но люди же задаются вопросом, а зачем мне идти в Курскую область воевать? То есть вы меня крутите, ломаете, и еще и туда отправляете. Но с Белоруссией война уже, простите, это другие вопросы будут задаваться непосредственно. Да, тем более, что ведь откуда все это проистекает, мне кажется, внешний фактор, поскольку, помните, как в 2020 году вот, были более не менее так, ну, нельзя было сказать, что отношения там распрекрасные и добрые, но
говорится, политес сдержали. Потом вдруг вот эта история с послевыборными протестами, и все, Лукашенко самопровозглашенный президент, оно дальше покатилось. И по-другому, вот все эти годы, ну, ведь, и сейчас, мне кажется, как раз кто-то дернул за ниточку вот в этой ситуации, поскольку, ну, 1000-километровый фронт, это, наверное, ну, в Генштабе только так, ну, видимо, за голову схватились, поскольку это ж как минимум надо несколько бригад изыскать туда, отправить в Полесье. По-моему, лишних резервов у ЗСУ сейчас нет. Сейчас под Славянском-Краматорском подгорают. Вот. И там надо спасать ситуацию под Ореховым, но не отправлять лишних 20-30 тысяч туда, в Ровенскую и Житомирскую область. Петр, Андрей Владимирович, само обсуждение Европы идти, не идти на переговоры с Путиным говорит нам, кто на самом деле идет к миру, а кто нет. Это такой вынужденный прокол Европы? Ну, может быть, вполне допускаю. Пока у них все хорошо, пока у них вот эта так называемая контролируемая эскалация, они ничем не рискуя, истощают своего потенциального, как они считают, противника. Но боюсь, что спустя некоторое время наши партнеры разочаруют, когда начнутся какие-то... Та же Германия сделает выбор в пользу восстановления экономических отношений с Россией. Спустя несколько лет у нас будут кричать про зраду и так далее, но, мне кажется, выбор тут будет вполне очевиден. А пока, ну, у них, пока правят бал евроглобалисты, ну, их все это устраивает. И да, они стремятся, естественно, как говорится, вот такую в рамках контролируемой эскалации, оставаться в этих рамках, не допуская того, чтобы Европа оказалась под ударом. Хотя вот если послушать того же Караганова, который говорит, что ну, Европа перестала бояться ядерной войны, и надо показать, что эта угроза может материализоваться. Ну, ведь и помним, как ранее, там, лет 7 тому назад, Путин только пугает, он шантажирует, не нападет, но все это, к сожалению, случилось. Поэтому и Европа может заиграться. Золотарев больше года рассказывал, что пахнет выборами. Куда запашок испарился? Разве выветрился с духом Анкориджа? Ну, частично, да. Но смотрите, пахнет выборами, и я опять же отталкиваюсь от фактов. Когда мы видим вот такие моменты, как вот наблюдаем смену собственника Трухи и вот этот скандал вокруг нее, это что? Это о выборах. Это о выборах, это кто-то, может быть, экс-главный военный разведчик формирует свой пул медиа под выборы, тем более, что подобно тому, как раньше ни один уважающий себя олигарх, мечтающий о политике, ну, без телеканала он себя не мыслил, ну, вне телевидения не было политики, так и сейчас без своего телеграм-канала кто же пойдет там на большие выборы. То есть на уровне развертывания, скажем так, предпроектной подготовки, то есть процесс подготовки к выборам идет. То есть я просто вижу факты. То есть и пахнет, действительно пахнет, но когда они будут? Понятно, что маловероятно, нулевая вероятность, что в 26 году, может в 27-м. Ну, ведь то же самое говорили в 25-м. Уже там готовились, даже смотрели, там, как изменить избирательное законодательство, принять там одноразовый закон, а потом, как говорится, стало не до того. Так может быть и в этот раз. Но технологи, по-моему, начали потихонечку, как говорится, свои гонорары отрабатывать. Александр задает вопрос. Если война затянется, а ущерб России будет слишком большим, есть ли угроза применения ядерного оружия, есть ли план у нашей власти для этого сценария? Нам что делать? Спрашивает украинец Александр. Что нам делать? Ну, по-моему, эта война должна была научить вас одной вещи. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если Украина, давайте ответим на вопрос, если у нас система нормальная, функционирующая система гражданской обороны в стране? Нет. Вот отсюда делайте простые выводы. То, что осталось вот
проклинаемого и оплеванного совка, там, более не менее там, полноценные бомбоубежища, позволяющие пересидеть применение ядерного оружия, вот, есть такие там с бункерными дверями, там такое что. Все, а что нового? Там, знаете, подземный паркинг не спасет вот, при ядерном ударе. Ну, разве что метро, теоретически. Поэтому желательно, пока я не вижу, честно говоря, никакой необходимости, поскольку Нет, чему нет никакой необходимости. Надо побольше и почаще Беларусь и Лукашенко за усы дергать. Но вы понимаете, как нет, вы же видите, как классно будет Путину. Классно Путину. Он говорит, да елки-палки, слушайте, это не я влупил тактическим ядерным. Это не нет, ну, я выстрелил по Банковой во время заседания и совещания у Зеленского. Лукашенко же четко сказал, у нас не будет 500 целей, у нас будет одна. Ну, то есть, конечно, это что? Это Лукашенко. А что потом будет с Лукашенко? Скажут ему, ах, ты такой сякой там. Ну хорошо, отбомбится там кто-то по нему, хотя я в это не верю. Ну, условно. знаете, вы в очередной раз, ну что, вы верите, что орешник в руках у Лукашенко? Нет. Ну, номинально да, а реально и прошлое применение за 30 минут предупреждали американцев. Не-не-не, тут не номинально и реально, тут формально. Формально Лукашенко в ответ на угрозу своей государственности, которая меньше, скромнее, статуса такого не имеет, как у России. И у него нет вот этих всех, у него нет вот этих амбиций Да. сверхдержавы и говорить, что мы сохраняем политез, потому что мы такие великие, мы там о чем-то с великими державами. Не-не-не, он говорит, у меня вот, посмотрите, вот мои коровы, вот мое производство продуктов, еды. Вот мои поля, вот мои заводы, вот мое все. А тут вот, конечно, я буду защищаться и буду как лев это делать. А Россия скажет, ну извините, не, это наши скажут. Они санкции поводят назад, а может и жестче еще там что-то против Беларуси. Ну и хорошо. И Путину нормально, он его поддержит. Он же тоже под санкции. Короче, тут очень интересный расклад может выглядеть, понимаете? Вот давайте побьемся, вы готов побиться за два. До ядерки не дойдет, а вот 1000-километровый фронт можем получить. Так, Определенно. значит, Андрей, как вы считаете, почему ни один представитель еврейской общины в Украине публично не выступил против перезахоронения праха Мельника? Неужели Холокост для них все больше становится лицемерной ширмой и индульгенцией? Да елки-палки, опять Лукашенко на языке. Он же в этом интервью говорил про Холокост. Слышали? Ну, помните? Ну, собственно, у жидобандеровцев несколько иной взгляд на проблемы исторической памяти, и он кардинально отличается от того, вот, позиции Яд Вашем, центра Симона Визенталя и собственно, официального Иерусалима. Поэтому, ну, смотрят, стараются не замечать подобных вещей. И, скажем, таких нюансов того, что Львовский погром случился еще до вступления вермахта в город Львов. Ну, а что такое Львовский погром? Ну, в израильских учебниках по истории хоть маленькое, но место отведено. Там этого не забыли. Да, значит, Борис спрашивает, Андрей Владимирович, человеческого ресурса сможет поставить ТЦК до зимы? Сколько? Хватит ли ресурсов финансовых и продовольственных? Кстати, Борис, спасибо вам, что вы это отметили. По поводу продовольственных. Сейчас выносятся склады. Новая почта, склады АТБ. То есть тут очень, Да. очень и очень сейчас остро становится этот вопрос для Украины. Ну, может быть, как с нефтепродуктами, диверсификация складирования. Ведь нефтебазы тоже в начале войны вынесли, и были, да, определенные проблемы, потом все это буквально по бочкам. И, кстати, сейчас закрывают глаза на вот этот бодяжный бензин, на такую кустарную перегонку, такие мини-НПЗ, где-то там по селам потихонечку работают, ну, наблюдается такое явление. Похоже, то же самое будет и с
продовольственной логистикой. Судя по всему, рассредоточат. А к тому же Украина в плане продовольствия профицитная страна. То есть голод не грозит, тем более, что у половины есть кто-то, кто на земле, а там запасы солений, там, варений и так далее. То есть с Мгм. голоду умрем. Ой, Вот то, что мы можем мерзнуть и сидеть в темноте, это определенно. Вот, дай бог, чтобы, как говорится, с водой ну, в больших городах не случилось чего-то плохого, но вот в плане продовольствия можете пока расслабиться. полетели вопросы и про это тоже. Значит, Украина закачивает газ в хранилище на зиму, спрашивает Руслан. Это большой вопрос, на который пока нет внятного ответа. И вот некоторые наши люди, которые гораздо глубже и лучше разбираются в сфере энергетики, начинают бить тревогу. Поэтому я не буду нагонять ужас, но пока видя финансовую, пока вот финансовая составляющая вот, закупок газа у меня вызывает большой вопрос. Ибо в бюджете дыра, которая никуда не делась, а на газ требуется миллиарды, чтобы загнать промышленные газохранилища где-нибудь там в Львовской области. Там, Мгм. ну, с этим проблема. Пользователь Ворон спрашивает. Александр, спросите, пожалуйста, после того, как Украину отрежут от Черного моря, она будет интересна Европе? Ну, это геостратегический такой вопрос, теоретически, я так полагаю. Ну, чтоб... Да. Ну, пока этого не случилось, но понятно то, что для экономики это будет иметь катастрофические последствия. Александр Леонов спрашивает вопрос Андрею. В гипотетических выборах в Украине, как вы считаете, основная борьба за избирателя будет? На улице, в интернете, в телевизоре? Где? Я говорю, что никакой борьбы не будет. Да. Нам предстоит, ну, будет богатейший выбор в борьбе мерзавцев с негодяями. Ну, предстоит определиться, какой сорт дерьма А, является. Вася спрашивает, вы можете нам объяснить, почему мы пошли против русских? Население сократилось больше 2 раз, экономики нет, перспектив нет, молодежь мечтает уехать. В мире вообще есть такие же страны, как мы? Ну, в данный момент Украина уникальна в этом плане. Ну, вот, скажем, сравнивают сравнимое. Ну, есть пример Парагвая, который там был тоже такой харизматичный президент-диктатор Лопес, который ввязался в войну сразу против 3 стран, против Бразилии, Аргентины и Уругвая. Ну, и результаты этой войны уже более 150 лет и каются демографическими последствиями, когда было уничтожено в войне погибло 90% мужского населения. И на некоторый период было разрешено даже многоженство, чтобы как-то восстанавливать потенциал. Вот от последствий этой войны Парагвай так и не оправился. На тот момент, 60-е годы 19 века, это была одна из немногих стран Латинской Америки, где произошла промышленная революция. То есть, наблюдались признаки промышленности, тем более Британия там, кредитовала, ну, как говорится, заигрались в войну. Поэтому любое сравнение хромает, но вот в этом плане Украина уникальна. Но, знаете, я никуда не ходил, и меня никто не спрашивал относительно того, с кем, как говорится, и против кого выступать. Понятно, с другой стороны, в российском информационном пространстве активно муссируется тезис о том, что Украина возможна только как антироссия, и иначе никак, иначе она будет неинтересна, но я скажу, это тоже так. Немножечко сову на глобус натягивают с этим концептом. Так, много тут, конечно, вопросов и про повешение, и про успеют ли убежать. Спасибо, друзья, что вы такие... Вот интересный вопрос о том, что сотрудник Института статистики Франции предложил коррупцию измерять в З, ну типа в Зеленских. Не слишком ли крупная единица измерения? Трудно ее переплюнуть. Лучше предложить в Порошенках. То есть 100 по равно 1 З.
Что думаете по поводу этого? Козырь, да. Не, дело в том, что тут проблема-то в чем? Коррупция, она всегда была и есть. И все, кто протестовал против коррупции, на моей памяти, они протестовали против своего неучастия в коррупции. Вот. Ну, это такая хорошая украинская традиция. Коррупция – это то, в чем мы не участвуем. Ну, а у нас это не коррупция, это другое. Вот. Не беспокойтесь. Надежная британская профессиональная охрана плюс возможность за 15 минут добежит до британской границы. Вон Миндич, видели как? Раз и все, Да. и нет Миндича. А чё, Да. на чем А ехал? из Какой Израиля- там такси, ВИП, Мерседес? Раз и нет. А из Израиля выдачи нет, как известно. Ну, Поэтому... давайте точку поставим нашего сегодняшнего. Спасибо вам, друзья, что пишете вопросы, за то, что смотрите эфиры. Поставьте, пожалуйста, лайки, не забудьте. Это важно, потому что канал-то подсанкционный. YouTube пессимизирует. Ну, а мы пессимизировали на то, что он пессимизирует. И пальчики вверх ставим. Спасибо вам большое. Сергей, вот такой вопрос на закуску. Вопрос Золотареву. Как земляку Зеленого? Можно ли сказать, что Зеленский самая известная личность Днепропетровщины всех времен? Днепропетровщина гордится своим сыном. Помните эту кричалку «Спасибо жителям Донбасса»? Да, у нас же с пантеоном явно какое-то несоответствие. Вот в мире есть такой Массачусетский технологический институт, проводит свой пантеон. Две IT-компании и, собственно, отбирают 120 наиболее выдающихся украинцев, которые оставили след в мировой истории. На первом месте, знаете кто? Лев Давыдович Троцкий. О, как! Тоже почти что на... Да, он рос в Боблинце. Ну, Кировоградска. подождите. Лев Давыдович, он такой же украинец, как и Владимир Александрович. Там рядом и Голда Меир, и Лев Школьник, премьер-министр Израиля. Но это те, кто родился, выходцы из Украины, которые оставили след в мировой истории. Ну, знаете, вот где-то Тарас Шевченко где-то в середине. Да. Ну, так и Ну, бывает. а днепропетровцы, как говорится, выбор сделан, ну, что уже там, как говорится. Снявши голову по волосам не плачут, и понятно, что Зеленский все-таки он криворожский, а Кривой Рог, они всегда себя особнячком, то есть они очень сильно, не, мы отдельно, это там у вас в Днепре, я помню прекрасно, когда... Сепаратисты, да? Да, то вот такой криворожский сепаратизм, он присутствовал даже во времена Павла Лазаренко. То есть, понятно, это, с трибун это не звучало, но на таком, на уровне чиновников, там пусть там Татьяна Ильинична Полейко распоряжение раздает в Днепропетровскую администрацию, у нас тут Кривой Рог. Вот такое звучало, это когда компания Тимошенко была в 1996 году. Приходилось сталкиваться с таким криворожским сепаратизмом. Так что Зеленский, он криворожский. И заметьте, что криворожских он не забывает, начиная от политтехнологов, которые занимаются минусовкой, и некоторым другим персонажам. Андрей Золотарев, Днепропетровский, или как правильно, да? Не Криворожский, политтехнолог, с нами был на связи. Спасибо вам большое за время и мысли. Всего доброго. Берегите себя, друзья. Добра и света. Увидимся.